I am delighted to present to you on Azamara. Azamara is the small luxury brand owned by Royal Caribbean. We have 3 small ships, 700 guests per ship, and the brand focuses on destination. And so during this presentation, I will explain to you about the brand, why it is different, and also some new land offerings as well. Let's begin with a video. Okay. Добрый день, дорогие друзья. Вас приветствует Ричард Твинам из Лондона, управляющий директор компании Azamara. Azamara – это один из 3 брендов, входящих в корпорацию Royal Caribbean. У бренда 3 небольших лайнера, как вы уже знаете из предыдущих вебинаров, вместимостью где-то около 700 пассажиров каждый. И компания делает большой акцент на направление круизов. Именно направления играют важную роль в круизах. Но сегодня Ричард нам расскажет поподробнее о круизной компании Azamara. Immerse yourself in the exploration of new cultures. Discover hidden gems, a deeper world within the world, while at the same time discovering more about yourself. With overnight stays and docking at smaller, less traveled ports, Azamara Club Cruises invites you to a destination immersion experience. Step ashore as an insider and explore further. Okay, so here is a photo of our newest ship, Azamara Pursuit. As you can see, she's small, 700 guests per ship, and the brand has just changed its logo and name. And you can see there the name just says Azamara and the new logo as well. И на картинке у нас с вами Azamara Pursuit, новый лайнер круизной компании 2016 года. Он вмещает 700 пассажиров. И обратите внимание, что круизная компания Azamara изменила название и логотип. Вы видите логотип и название сейчас на борту лайнера и на трубе. До этого года круизная компания называлась Azamara Club Cruises, а теперь компания называется Azamara. So, what is unique about selling Azamara? So Azamara focuses on destination and cultural experiences. We go to 50% of the ports that Celebrity and Royal Caribbean do not go to. We offer more late night stays and overnight stays in port than any other cruise line. And the majority of your food, drinks, including alcohol, are all included in the cost. И что делает круизная компания Azamara уникальной? Это, конечно же, направление круизов, experience, опыт, который путешественники получают. Круизная компания Azamara заходит в 50% портов, куда не заходят ее старшие друзья Royal и Celebrity, то есть большие круизные лайнеры. Также у круизной компании больше всего на рынке остановок ночных стоянок в портах и продолжительных стоянок в портах, то есть с утра до позднего вечера. И, конечно же, очень важно, что в стоимость круиза включено питание и напитки, большой выбор питания и напитков. So the next slide shows you a great example of how Azamara takes you to the destination. That is the main canal in Venice, and Azamara is the biggest ship that can still go down the main canal in Venice. И вот на этом слайде вы видите, насколько Azamara погружает пассажиров в направление, в порт прибытия. Это у нас главный канал, большой канал Венеции, и Azamara сейчас является самым большим лайнером, который имеет доступ к этот канал. Вы знаете, большой лайнер закрывает, а Azamara пассажиров есть такую прекрасную возможность вот так попасть в порт.
So I've already mentioned that we stay longer in port and have more overnights in port and allow you to explore the destination at night more than any other cruise line. And it's worth saying that other cruise lines have no night touring programs available. Only Azamara does. И, конечно, вот как Ричард уже упоминал, длительные стоянки, много ночных стоянок, больше, чем у других компаний на рынке. И это дает уникальную возможность пассажирам посетить порты, те, где другие компании не делают длительных стоянок. Вот есть уникальная возможность посетить порты ночью, то есть ночные экскурсии, взять определенные направления. Соответственно, это действительно отличает круизную компанию на рынке. Okay. And here you can see the numbers which show that Azamara in 2020, 52% of its time is late night or overnight. And we are in port 78% of the time. И вот вы видите, здесь прекрасная табличка, вы видите, что 78%, ну, практически 80% всегда Азамара проводит в портах. Это, если мы берем продолжительность круиза, да, то есть 78% дней круиза круизная компания будет стоять в порту, и из них 52% это стоянки поздние и ночевки в портах. And we include many amenities as standard. House alcohol, whiskey, gin, rum, brandy, 2 red wines, 2 white wines, sparkling wine, rosé every day. И круизная компания, конечно же, включает много услуг. Алкоголь включен. Алкоголь – это и крепкие алкогольные напитки, виски, ром, водка, и вина, выбор вин белых, красных, игристых, розовое вино. Your beers, your soft drinks, bottled water, still and sparkling, and all your tea and coffee. И также включены, естественно, вода, безалкогольные напитки, шипучие напитки, да, как мы их называем, кофе, чай, все включено. We also include your tips. Также включены чаевые обязательно. And a shuttle bus in every port to take you to the nearest town or city centre. И очень удобно включен трансфер в тех портах, где это позволяет, а это большинство портов, включен трансфер из порта до центра города, да, или до такой части туристической, где можно уже гулять. And one free evening shore excursion for every guest called an As Amazing Evening, which is so special you cannot find them on Google. И включена, конечно же, экскурсия As Amazing Evening, вечерняя экскурсия, эксклюзивная для пассажиров Азамара, как мы уже рассказывали, даже приводили примеры. И вот Ричард говорит, эти экскурсии, да, вы не можете найти через Google и даже организовать самостоятельно, если вдруг вы захотите такую экскурсию. Это эксклюзивная экскурсия для Азамара. And if you have suite guests, in addition, you have a butler, complimentary internet, complimentary specialty dining, и если... and additional onboard credit. И если мы это говорим, включенные опции, которые перечислил Ричард, это для всех пассажиров. А если ваши пассажиры приобретают каюту сьют, то также дополнительно у них включены услуги дворецкого, интернет, ужины в альтернативных ресторанах и бортовой кредит. Им круизная компания дает деньги на борту, которые они могут потратить дополнительно, сходить в магазин, не знаю, или купить себе какую-то бутылку вина эксклюзивную. Вот эти деньги круизная компания им в круизе предоставляет. And on the 3 ships Azamara have, we also have many Russian-speaking staff as well. И на всех 3 лайнерах Azamara, Jordan, Quest и Pursuit, есть в том числе и русскоязычный персонал. The main language, though, is English.
Конечно же, да, основной язык английский. Также, поскольку команды международные, интернациональные, и говорят они на других языках, в том числе на русском. Azamara, as a brand, only talks about discovering destinations, and we undersell how good our crew are. So people come to us for destination, but come back to us because of our crew. Вот прекрасный слайд – это наше сердце, наша душа, наш экипаж. Круизная компания открывает пассажирам направление, и пассажиры приходят за направлением, но возвращаются они на борт, как правило, конечно же, из-за экипажа. Прекрасные сотрудники, которые вот, помогают вашим туристам провести уникальный круиз. I've talked about evening events. This is an example of an as amazing evening, and this event happens in this particular event happened in Slovenia, but we do as amazing evenings in 70 countries around the world. There is one on every sail. И вот это пример As Amazing Evening, уникального вечернего мероприятия для пассажиров Azamara. Это пример музыкального мероприятия в Словении, но круизная компания организует их по всему миру, то есть более чем в 70 странах, поэтому в каждом круизе есть возможность посетить такое уникальное мероприятие. And here are some examples of As Amazing Evening. И вот некоторые примеры, да, ведь если мы говорим про Санкт-Петербург, то это представление симфонического оркестра, эксклюзивное для пассажиров. Если мы говорим про Бангкок, это национальный танец, национальный праздник, оперное выступление 3 теноров в Италии, естественно, в Ливорно, Вена, Картахена в Колумбии, посещаем театр, представление музыкальное. Вот такие варианты. And in St. Petersburg, it is very special because the ship docks right outside the Hermitage building. И, конечно же, вот Ричард упоминает Санкт-Петербург, действительно прекрасное место стоянки и прекрасное место для проведения концерта. Проводится недалеко от центра, недалеко от Эрмитажа, и лайнер стоит в центре. То есть вот такой уникальный опыт для туристов. And on every voyage as well, we have one party on the deck called a white night party, where there is a lobster and steak barbecue, and everyone gets up and has a dance. Okay. И в каждом круизе проводится мероприятие под открытым небом, Azamara White Party, то есть белая вечеринка в белом, такое барбекю на открытой палубе на верхней с лобстерами, стейками и с танцами. Here are some examples of our rooms and our suites. И вот примеры кают, естественно, это примеры у нас здесь с вами свитов. Здесь и спа-сьют, и клаб-веранда-сьют, и континент-сьют, и, как вы помните, уже дополнительными бонусами эти каюты идут. Azamara has 4 grades of accommodation: inside, ocean view, veranda and suite. И всего 4 вида размещения на борту: каюты без окна, с окном, с балконом и сьюты. And I would recommend always to book the Club Continent suite, which is the entry-level suite. И вот Ричард рекомендует бронировать сьюты, например, Club Continent suite. Here are some of the public areas, and as you can see, the ship was refurbished 2 years ago. Azamara Pursuit was refurbished 1 year ago. И вот вы видите некоторые виды внутренних помещений лайнера. Лайнеры были обновлены, Azamara Journey и Quest в 2016 году, Pursuit был обновлен даже уже в прошлом году, в 2018. Здесь у нас с вами и центральный холл, и мозаик кафе с чаем и кофе, и living room, это такой лаунж, где можно просто провести днем время и вечером послушать музыкальное представление, и кафе. So whilst the ship is 20 years old, the ship looks new on board, and
all three ships are nearly identical. И хотя вот лайнеры, если мы посмотрим год постройки, они, конечно, уже и Azamara, Journey и Quest им 20 лет, но внутри вы видите полностью обновлены, полностью перестроены. Azamara Pursuit это новый лайнер, и все три они похожи по внутреннему убранству. And here are the examples of the 6 places you can eat and drink on the ship. Это у нас с вами 6 вариантов ресторанов, то есть основной ресторан Discovery, потом Prime Sea Aqualina, альтернативный ресторан, ресторан Patio. Он и днем как бы основной ресторан, такой как шведский стол, а вечером это такой а-ля карт ресторан и Discovery Bar. And the 2 specialty restaurants which are free if you are in a suite or $30 if you are not are Prime Sea, a New York steakhouse, and Aqualina, Mediterranean style food. И альтернативные рестораны Prime Sea и Aqualina, они у нас, если вы путешествуете пассажиры в каюту Suite, то они бесплатные, включены в стоимость. Если человек как бы хочет там поужинать, это стоит $30 с человека, но включены все блюда. И, соответственно, Prime Sea это у нас steakhouse, такие хорошие виды мяса, хорошие виды стейков, а Aqualina это средиземноморская кухня. So in 2020, which is on sale now, Azamara goes to all 7 continents, 80 countries, and has 300 late night stays. И в 2020 году вы видите Azamara какие планы на маршруты. 7 континентов, 80 стран, 290 портов посещают круизные компании, и вы видите 170 ночных стоянок и 303 продолжительные стоянки, то есть с утра, раннего утра до позднего вечера. And some of the places Azamara is going are on the screen now. И вот просто как варианты стран, куда круизная компания заходит, естественно, Италия, Франция, Испания, Дания, Япония, Новая Зеландия, Израиль, Южная Африка. And Azamara has created a style of cruising called country intensive voyages, and these are cruises that only sail to one country, and we have 40 of those voyages in 2020. И в 2020 году будет 40 маршрутов, таких, которые посещают только одну страну. Вот мы с вами уже поговорили на вебинаре, у нас был маршрут по Южной Африке и по Ирландии, и мы с вами проговорили, что действительно в ходе маршрута посещается именно одна страна, целенаправленно очень много портов. И вот видите, 40 маршрутов таких будет с посещением стран Хорватия, Израиль, Исландия, Новая Зеландия, Куба, Шотландия, Италия, Греция, Австралия. Видите? Yes, and if you want to do a cruise that only does Australia or only does South Africa or only does New Zealand, Azamara can do that. And also many of these destinations, I understand, Russians do not require a visa for. И если вот пассажиры хотят посетить какую-то одну страну целенаправленно в круизе, то вот вы видите прекрасный выбор маршрутов, и есть даже страны, куда нам, российским пассажирам, не нужна виза, или виза достаточно просто оформляется. So Azamara has changed its name to Azamara, and we are now talking about venturing beyond the sea with the launch of our new land programs. Круизная компания поменяла название на Azamara и теперь делает большой акцент не только на морскую составляющую круиза, да, переходы на море, но именно на посещение стран и на наземные программы. And the reason these are important is because for 2 reasons. Это важно по 2 причинам. Firstly, who goes to a destination and does not want to see the destination? The answer is no one. И первая такая, конечно, кто хочет посетить какое-то направление, да, но не увидеть его? Никто. То есть все хотят погрузиться полностью в ту страну, куда они направляются, или в тот регион. And secondly, by promoting the land aspect
you open your customers up to your business up to a different customer base that are land holiday makers who have not thought about a cruise before. И, конечно же, делая акцент на наземные программы, вы также расширяете свою клиентскую базу, потому что вы привлекаете в том числе туристов, которые привыкли к наземному отдыху, но хотели бы как-то его разнообразить. И вот прекрасные наземные программы, которые они могут сочетать с круизом. So the land experiences Azamara offers are as follows. И наземные программы, они у нас как бы as amazing journeys, у нас так выделено в отдельное направление. As amazing journeys are the most expensive option. Вот эти виды экскурсий as amazing journeys, они достаточно дорогие, скажем так. То есть это не просто экскурсия, да, не стандартная экскурсия, это действительно туры, программы. These are not shore excursions. These are pre and post land-based journeys. Да, вот Ричард как раз говорит, и как я уже объяснила, что именно это не экскурсии, это туры до или после круизные туры, или до и после круизные туры, настоящие туры, наземные программы. And these are for 12 to 18 people. И группа здесь от 12 до 18 человек. And include accommodation at some of the world's best hotels, boutique resorts, even luxury camping. И размещение на земле здесь у нас идет в люксовых отелях, бутиковых отелях, и даже в некоторых глэмпингах, это современный вид отдыха, да, гламурный кемпинг. And these can be done in Chile, in Bolivia, to see the orangutans in Borneo, or even a safari in South Africa before or after your cruise. И здесь у нас есть варианты, например, посещения Чили, Боливии, Бонаира или сафари в Южной Африке. And these are 5 or 6 star type journeys. 5-6 days, yeah? 5-6 star. И это у нас получается путешествие, да, но уровня размещения, уровня, как бы, если мы берем, это 5-6 звезд. And they last 4 to 6 days. 4 to 6, okay. И продолжительность идет от 4 до 6 дней. Land journeys are more affordable. И другой вид как бы экскурсии, не экскурсии, а программ, наземных программ, это land journeys. So as amazing journeys, 5-6 star, land journeys, 4 to 5 star, 18 to 24 guests. И если мы говорим о сравнении с as amazing journeys, вот land journeys это уже у нас отдых уровня 4-5 звезд, группы от 18 до 24 человек. And again, these are not shore excursions, these are also pre and post land journeys. И опять же, это не экскурсии, это наземные программы до или после круиза. And then in addition, we have stay local, which are 2 or 3 night city stays before or after your cruise. А также есть программа наземная Stay Local, 2-3 дня до круиза. And the brand will be introducing soon overnight experiences where you can get off the ship in the middle of the cruise and go and stay overnight somewhere totally unique. И также Ричард анонсирует нам, что скоро появятся варианты экскурсии Overnight Experiences, программы наземной, тогда, когда в ходе круиза вы сходите где-то в порту и едете на небольшой тур, такой, for 2 days, maybe, yeah, for overnight, I mean, for 2 days, на одну ночь, то есть, на 2 дня примерно, и возвращаетесь на борт. So you can see that we are offering small groups,
best of the best hotels, custom itineraries. We're working with award-winning travel companies all around the world, excellent tour directors and guides, and we will show you some of the great wonders from around the world. И вот подытожим, да, что все эти туры, все эти наземные программы — это небольшие группы, это лучшее размещение, это продуманный маршрут, это эксперты местные, которые помогают открыть направления, естественно, хорошее сопровождение и прекрасные достопримечательности. Today, I invite you to a bold new chapter for Azamara as we debut the largest collection of pre- and post-voyages and land programs cruising has ever known. This is a game changer. It's also a name changer. I'm proud to announce that Azamara Club Cruises will now officially move forward as Azamara. If it's great and you want to experience it, Azamara will now have it. We are the ultimate hybrid. So that is the end of the presentation. But as a reminder, Azamara is the only cruise line in the world only focused on destination and giving you more time in port than any other cruise line. Thank you for listening. И Ричард благодарит вас за внимание и напоминает, что Azamara — это единственный бренд в мире круизный, который делает упор на направление, то есть на действительно открытие для себя того направления, куда отправляется круиз. Thank you very much, Richard. It was a great pleasure. Yeah.